Сегодня у нас садоогородный контент. Смотрите, нам привезли с нашей ТОС, привезли землю, кто хотел, чтобы вырастить какие-то растения. Вот это кусочек вырвали, насколько смогли. И вот это, ну, успела я взять 3 мешка, попросила соседа. Думала, что на 2 такие, но, наверное, не хватит. Ручка, не тяни, пожалуйста, ты рассыпаешь землю, сына. Так, вот это мы сейчас наполняем это все, а потом у нас есть аккуратно саженцы там спрятанные, Ев. Это она еще усядет. Я взяла то, что я успела. Это у нас Нет, пока не надо. Пока не останется там половина. Вот саженцы. Тут был один саженец гороха, брокколи, шпинат, цветная капуста. Ну, какая-то смесь салатов. Вот такая у меня красота получилась. Это посаженные именно уже пророщенными ростками. А дальше я посадила семена, еще лук посадила, петрушку и укропчик. Будем ждать. Надеюсь, что эти ростки выживут, конечно. Сегодня я купила набор стульев и стол. Вот такие стульчики, зонтик и стол. Сейчас это все будет распаковываться. Но стулья легко мы распаковали, классные вообще. Удобные, у нас не на чем сидеть. И был последний супервала, забрали со столиком. Вот Ева уже раскладывает сейчас. Вот так теперь выглядит наш стол. Мы позвали соседа, потому что я не смогла справиться с завинчиванием болтиков. Там нужна мужская сила была. И немножко в упаковке нарисовано так, а по факту, конечно, нужны были инструменты другие. Там были такие простяцкие, ну, такое на один раз. Пришлось взять другие отвертки. В общем, ну, хорошие соседи, поэтому помогаем друг дружке, чем можем. Ну, вот теперь такое классное место для отдыха на лето. Дети любят здесь играть. Друзей своих приглашают. Мы еще, конечно, здесь особо не кушали. Ну, я не кушала, дети кушали. Я еще не опробовала, потому что такая нестабильная погода была. Я еще детям купила бассейн надувной, самый большой. Они просили, но я, в принципе, собиралась им купить, потому что, понятно, здесь моря нет. А им хочется побаловаться, побулькаться. У нас уже трава тут заросла конкретно. Прям лес. У нас тут птички обычно бегают, прилетают к нам в гости и здесь бегают. Нужно потравить, конечно, но никто к нам пока не приезжает. Обещали приехать, как потеплеет, как влага уйдет, что не покосят, а потравят траву химикатами какими-то. Так и не приехали. Не знаю вообще, будет ли. Я знаю, что соседи, ребята, они сами все давно еще зимой вырвали это все. Ну, у меня не было сил на это. Они засеяли траву. У них красивый газончик, конечно. Но у нас вот так. Конечно, мы смогли только чуть-чуть пока набрать воды. Пока не знаю, как это сделать. Надо какой-то шланг, наверное, придумывать. Ну вот, купили, надули. Чуть-чуть воды наносили. И балуемся. Уже вечер, конечно, но мои сказали, что будут купаться. Сейчас чуть-чуть по-быстрому покупаемся и все. Тарелка, ручка поел только. Показываю еще одну покупку. В общем, купила я массажный стол. Я устала делать детям на кровати, я мечтала. Вообще думала, возможно, как-то получится что-то придумать с работой.
И потом буду его использовать, пока дома, для детей. Посмотрим. Ну, купила, если что, если не понадобится потом, то продам. Раскладываю стол. Сейчас пока разложила одну сторону, теперь не знаю, как сложить, буду смотреть по инструкции. Здесь внутри были разные приспособления, сейчас покажу. Вот, я их всех достала. Много разных, сейчас буду разбираться. Пока знаю только это. Куда это все складывать? Ага, это, так понимаю, да, это сюда. Это для ручек, я так поняла. Сейчас будем это все с Родькой. Инструкция есть? Инструкция есть. Сейчас будем разбираться. Ну все, стол готов. Присоединили переднюю часть по бокам. Поднимается задняя часть. Ножки. Подкрутить. Ручка уже он умостился. Вот так, да, правильно. Именно так. Ты готов к массажу? Нет. Отлично. Ничего не готов. Покажи свою стрижку. Точнее, постригся. Покажи боком. Красота. А вот так можно полезать? Можно, конечно, можно. Нет, это не нормально. А вот так могу? Мама, я вот так могу? Можешь, конечно. Еще что хочу показать. Сегодня меняла сама лампочку. Я думала, так как в Украине, но нет. Что с ней произошло, света не было. И я думаю, боже, ну как же мне написать в нашу службу, чтобы к нам кто-то приехал лампу менять. Я понимаю, что я буду ждать очень долго. А девочка уже сама посмотрела. Оказывается, вот здесь есть вот такая защелочка. Ну, просто выключаю, чтобы свет не был во включенном состоянии. Очень легко. Защелочка хопа так снимается, там соприкасается. Просто в поверхности соприкасаются. И все, ты вставляешь вот так же в эту ячеечку. Вот эти защелочки, они попадают. Вот эти две тоже, они раскручиваются между собой. В общем, легко. Я быстро пошла в Мистер Прайс, купила похожую, принесла, показала. Они мне подобрали, и все, я довольная. Мы теперь со светом. Вот так у нас проходит выходной. А суп? Ты суп уже поел? Не еще. Родька, конструктор. Так, у нас бардак. Все в компьютерах, телефонах. Спасибо, милый, приятно слышать. Я на десерт беру себе. Мамочка наготовилась, теперь отдыхает тоже. Десерт беру. Сегодня распаковка покупок. Заказала на Тему палочки для мороженого. Вот 2 упаковки. Хочу детям делать мороженое. Вот это мне по качеству, конечно, не нравится. Тоже я брала как формочки для мороженого. Такое детям веселенькое. Типа замороженного сока. Я думаю, для этих целей подойдет. Это тоже тоненькая, но чуть-чуть плотнее. Здесь, я думала, дырочка будет, но ее нет. Наверное, ее надо проткнуть, я так понимаю, потому что сюда должна палочка вставляться, как я смотрела по рекламе, то, что показывали. Вот это неплохая штучка, плотненькая. Такой силикон, вроде ничего. Вот это тоже плотненькая. Это я брала типа для хлеба как вариант или для кекса. Ну, мягенькая, но не тоненькая. Пойдет, я думаю, для выпечки.
Дальше вот это по мороженку. Это, видите, вот такие палочки. Здесь сразу даже есть для чистки было в наборе. Она, сейчас уберу. Вот это плотненькая. Вот это мне нравится по качеству. Такая, с одной стороны, и мягкая, гибкая, но в то же время плотный силикон. Это тоже плотный силикон, мне тоже нравится. Это для кекса подойдет. Это я даже не знаю, какая она должна быть, но вроде неплохая. Она такая приятная на ощупь. Для раскачки пойдет удобно. Лопаточка не нравится мне по качеству, слишком тоненькая, вообще тонюсенькая. Но это, в принципе, не для горячего, это для смазки просто, поэтому, в принципе, пойдет. Это силикон тоже неплохой. Мягкий, податливый, но в то же время не такой тонюсенький, как вот этот. То есть самое плохое качество это вот это. То есть, в принципе, нормально. Тоже для мороженого. Такое можно двухсторонний, можно половинки. Сюда палочки, так понимаю, вставляются. Сумочка маленькая. Я представляла побольше размеров. Непонятно мне было. Наверное, как-то я невнимательно или то ли себе представила как-то не так. Ну, в принципе, для водички, для что-то такое, там, пару килограмм пойдет. Это к маме поедет. Что больше всего мне понравилось, это вот эти две лопатки. Вот это прям качество очень мне нравится. Тяжеленькие, плотные. То есть это как раз для горячего, для счищения, перемешивания. Ну, в принципе, все по скидкам было. Мне это все нужно было. Поэтому вот такая у нас покупочка.